Приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Арина. В этом видео мы посмотрим с вами, какая сущность, характер и предназначение у людей, которые родились 11 числа любого месяца. Кто еще из вас не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы начинаем. Независимо от того, под каким знаком зодиака родились эти люди, им всегда в том числе будет сопутствовать, помогать, в некоторых моментах и влиять стихия вода. Поэтому имейте это в виду. Особенности характера этих людей заключаются в том, что их расшевелить иногда сложно, а иногда крайне сложно. На картинке, что вы видите перед собой, показана некая символичность характера этих людей. Мы видим прекрасную погоду, интересное место, но все эти автомобили стоят. Как в пробке, либо же это очень медленное движение, тянучка. Так и в характере этих людей им зачастую нужен какой-то двигатель. Они могут, конечно, завести сами себя и двигаться без чьей-либо помощи, но зачастую им нужна помощь извне. И поэтому, если вы наблюдаете такие черты характера у себя, либо же у ваших знакомых, которые родились 11 числа любого месяца, вы должны понимать, что это нормально для этих людей. Они не специально это делают. И так как у них конкретный и логический склад ума, им зачастую нужна эта пауза, чтобы остановиться, еще раз все обдумать. У них есть выдержка и терпение, и очень большие ресурсы сопротивляемости. Эти люди могут достигать желаемого. И борьба некоторая, которая встречается у них либо же с самим собой, либо же с внешними какими-то препятствиями, проблемами, их только закаляет. Но тем самым делает немного жестким и затрудняет любые проявления нежности, либо же мягкости. И поэтому со стороны такие люди могут выглядеть как хладнокровные, слишком спокойные и прямолинейные. Но тем самым они ответственные, справедливые и честные, и также законопослушные. И практически всегда они критически проверяют как саму ситуацию, сложившуюся вокруг них, так и возможные последствия, так как они привыкли опираться только на факты. И, наверное, с этим связано то, что эти люди хорошие специалисты своего дела, своего какого-либо направления. Они соответствуют либо занимаемой должности, либо же профессионализмом. И если даже в начале какой-либо деятельности кажется, что они медленны, где-то включают свою внутреннюю сопротивляемость чему-либо, то в любом случае, если эти люди имеют желание стать профессионалом этой деятельности, они будут работать над собой ночами и днями, пока не получат ту квалификацию, к которой они идут. И одновременно они все-таки бережно относятся к отношениям, к любым предметам. Наверное, это те люди, которые меньше всего что-либо разрушают в своей жизни. Даже электронные предметы у них могут служить очень долго, потому что они очень бережно к ним относятся. И многих из этих людей можно охарактеризовать как дремлющая и закрытая от всех личность, с нераскрытым потенциалом и талантами. И все это будет зависеть от того, насколько человек в своей жизни реализован, либо же стоит на пути своей реализации. Потому как если люди, рожденные 11 числа любого месяца, не реализованы в своей жизни, либо же по каким-то причинам не занимаются той деятельностью, которая раскроет их как личность, в таком случае у этих людей может случаться личность ограниченного типа. Ограничение это может быть во всем. И в работе, и в творчестве, и с друзьями, и даже в сексе. Они не закрыты, они просто не имеют необходимости делать по-другому, более интересно,
более продуктивно, либо же более романтически. И эти люди могут сильнее других отрабатывать карму. Имеется в виду, если предначертан какой-либо удар, он состоится, но имеет место быть сила этого удара. Для некоторых карма будет перецепиться и пойти дальше, а для некоторых сломать ногу и 2 месяца ходить с костылями. Такая может быть разница между ударами кармы. Для того, чтобы эти люди, которые рождены 11 числа любого месяца, были реализованы и стояли на правильном пути в своей жизни, для того, чтобы быть на положительных эмоциях, на положительной энергии, развиваться и быть на пути созидания, они должны заниматься такой деятельностью, как психолог, духовное целительство, здесь может быть врачевание. Также это может быть доктор, либо же инструктор по физиотерапии. Это акупунктура, массаж, массажист. И здесь могут быть также любой вид врачевания и также преподавание. Очень позитивно и положительно на этих людей будет влиять занятие музыкой и модой, также быть дизайнером. Дизайнер здесь тоже идет очень широкий спектр деятельности. Это может быть дизайн одежды, также это может быть дизайн ландшафта помещений и любые направления дизайна. И также в связи с тем, что у этих людей есть возможность тонко и искусно обыгрывать все беседы и разбирать сложные, а иногда сложнейшие нюансы ситуаций, они могут быть реализованы в качестве менеджера, либо же главного менеджера, либо же руководителя, который имеет в подчинении менеджеров, которых он будет обучать и показывать правильное направление в работе. И в большей степени это направление менеджера, на которого возложены обязанности заключения договоров. И здесь опять же заключение договоров, либо же договорные отношения существуют в любой деятельности, даже у предпринимателей. Поэтому подумайте хорошо и вспомните все, чем вы занимаетесь. Если у вас есть в вашей деятельности хотя бы одно направление, то, о котором я рассказывала вам, значит, вы на правильном пути и укрепляйте эту деятельность для того, чтобы энергия реализации помогла вам как можно лучше открыться как личности. И в том случае, если по каким-либо причинам вы не занимаетесь ни одной из этих деятельностей, из этих направлений, прослушайте еще раз и подумайте, что бы вы могли либо изменить в своей жизни, либо добавить. Ну, либо же хотя бы сделайте одно из этих направлений как хобби в вашей жизни. И вы почувствуете, как вы меняетесь. И все это будет происходить само собой. Те черты характера, которые вам не нравятся, либо не нравятся вашему окружению, они уйдут. И даже может уйти ваше какое-либо окружение, то, которое вам мешало развиваться, то, которое вас угнетало. И у вас могут открыться глаза, либо же второе или третье дыхание. И вы будете более счастливым, более позитивным и находиться на пути созидания. Надеюсь, моя информация была для вас полезна. Подписывайтесь, напоминаю, на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!